Здравствуйте! Гознак продолжает свою коллаборацию с разными музеями по выпуску сувенирных банкнот. И сегодня я хотел бы предложить вашему вниманию посмотреть новую банкноту, посвященную 100-летнему юбилею Майи Плисецкой. Она была выпущена совместно с Бахрушинским театральным музеем. На самом деле, то, что вы сейчас видите перед собой какую-то упаковку, это очень нетипично для моего канала. Я не занимаюсь распаковками и сам очень так негативно отношусь, когда, знаете, люди тратят время на то, чтобы что-то там распечатать, какие-то конверты как-то, там одной рукой распечатывает, другой держит телефон. Я, честно скажу, я перематываю эту историю, но здесь отдельный случай. Я впервые заказал на Озоне, вот непосредственно у Гознака, какой-то продукт и хотел показать, как это было упаковано. Упаковано действительно классно, даже при том, что я получил его в таком вот виде, да, немного помятым, именно так получил. Но вот так вот это выглядит. То есть, по мне, так это просто идеальный вариант упаковки для одной банкноты. Отдельная коробка, здесь защитная вот эта вот пленка и сама банкнота. Она пришла абсолютно неповрежденной ко мне вот в таком вот виде, вот в таком состоянии. Вот именно поэтому только для этих целей я показал упаковку. Вот. Что можно сказать о самой банкноте? Третья банкнота в серии. Я ее все равно считаю серией. Продолжение, они у меня будут лежать в альбоме рядом. Предыдущие две, они перед вами. Первая была Пермский краеведческий музей, вторая музей Победы на Поклонной горе. И сейчас Бахрушинский театральный музей. Концепция, как видно, немного изменилась по упаковке. Вы видите, что первые две банкноты сами и конверты были горизонтальными. Здесь и банкнота, и конверт вертикальные. Он немного другого размера. Немного меньше по размеру, совсем чуть-чуть. Банкнота сама тоже меньше, я потом покажу. Что еще, какие отличия? Вот видите, пропало куда-то вот этот логотипчик музея память о веках. Вот он был здесь. Здесь его почему-то нет, не знаю, почему поменялась концепция или вот это вот элемент оформления. Вот. В целом, если первые две банкноты выглядели прям как бы банкноты из одной серии, то это уже немного по-другому. Наверное, не принципиально. Давайте посмотрим, что у нас внутри. Собственно, ради чего и я делаю ролик. Вот такая упаковка, такой буклет. Оставлю на секунду, если кому-то интересно прочитать. И вот, собственно, сама банкнота. Понятно, что это сувенирная продукция, уж извините, буду по-обычному называть ее сувенирной банкнотой. Тем более, что и сам Гознак ее называет сувенирной банкнотой. А на что еще здесь можно было бы обратить внимание? На том, что впервые пока сказано напрямую официально, кто является дизайнером банкноты. В предыдущих буклетах этого не было. Автор идеи дизайна банкноты Елена Хмылова. И отдельно гравер. Металлографская гравюра выполнена Александрой Крыловой. Это очень круто, что напрямую указаны люди, кто занимался изготовлением и технической стороной, и дизайном этой банкноты. Очень круто, мне прям это здорово. Вот такое отличие. И еще отличие от предыдущих в литерных сериях. Насколько я нашел информацию на форуме, не знаю, насколько она официальная, что по этой банкноте возможно 3 варианта литерных серий. То, что перед вами серия ТМ, это большая часть выпуска, как бы обычный регулярный выпуск. Есть 2000 банкнот из 20 тысяч общего тиража, которые серии БМ, Бахрушинский музей, как я понимаю, который переданы непосредственно музею. И еще какое-то количество серии МП, как замещенки. То есть по первым двум банкнотам была только один вариант серии. Вот эту, если вы смотрели мои ролики, я покупал отдельно, саму банкноту, а потом в музее непосредственно на Поклонной горе тоже покупал, но серия одинаковая была. Вот. А здесь мы впервые видим 3, по крайней мере, информация есть о том, что 3 разных серии по этой банкноте. Буду ли я пытаться найти остальные 2 каким-то образом? Наверное, в музее несложно купить. Замещенкой сложнее, но я подумаю, я не уверен пока. Если они отличаются только сериями, то я подумаю, в общем. Вот. Я еще до конца для себя не решил. В целом мне банкнота понравилась по дизайну. Классно, свежая, такой свежий взгляд, свежий дизайн. Если бы она была
Ну, здесь двояко. Если бы она была точно такого же дизайна, как первые две, ну, наверное, это было бы логично в рамках серии, но, наверное, было бы уже немного скучновато, потому что вот я в предыдущих роликах описывал, да, то есть концепция дизайна, вот она похожая первых двух банкнот. А это полностью по-другому выглядит, полностью такой свежий дизайн. Мне очень нравится, очень классно. Вот. А что здесь можно показать? Ну, вот, собственно, металлографская гравюра, да, металлографская печать, портрет балерины. Также металлография сделан логотип самого музея и автограф Майи Плисецкой, тоже металлография. Здесь есть еще конгреф, вот 100 цифра. Ну, естественно, вот цветопеременные элементы и водяной знак у нас в виде самого музея. Вот такая банкнота. Как она у меня будет лежать? Наверное, она у меня будет лежать вот, ну, чтобы было 100 лет со дня рождения и автограф правильно расположен вот таким образом. Да, давайте покажу по размеру. Вот настолько она отличается, намного большая разница в размере. Ну, собственно, что есть. Вот так мы ее положим. Очередная банкнота в музейной серии Гознака. Очень здорово. Лично я буду ждать продолжения. Мне это очень-очень нравится. Спасибо большое за ваше внимание. Надеюсь, что было интересно. И увидимся.